Всем привет, меня зовут Максим, я работаю на сайте Империя Камней, и сегодня поговорим про янтарь. Вот, какие они бывают, как отличить натуральные от синтетики, ну или от пластмассы, что чаще делается, подделывается, или акрилом. Вот, ну что, давайте для начала мы подпишемся, поставим колокольчик, оставим комментарий, чтобы видео продвигалось. Ну что, поехали. Вот, для начала возьмем самый простой. Вот, это не идет необработанный янтарь. Он просто упал, окаменел, его насверлили, ну и вот так вот носят. Как бы они бывают полностью необработанные или вот такого типа, чуть-чуть приполированные, чтобы они были более аккуратные. Для чего это делается? Потому что у людей есть, бывает, проблема с щитовидкой, а янтарь мягкий, и он, когда носите, он трется об тело. Вот, и с него сыпется пыльца. В этой пыльце находится йод и янтарная кислота, которая помогает при щитовидке. То есть, в принципе, такая полезная вещь. Вот, это идет полностью необработанный. Следующий янтарь это полуобработанный, такой приполированный, так сказать. Он немножко более гладкий, как в принципе для носки более приятный. Вот. Следующие янтари это уже полированные, вот такие вот. Он бывает от темного до светлого. Бывают еще очень редкие с фиолетовым отливом, с доминикани, но там цены такие вообще безумные, большие, так сказать. Вот. А это уже все полированные. Этот идет, видите, с зеленым отливом и с включениями. То бишь эти включения дают ему такой вот оттенок красивый и необычный. Вот это самые такие простые, самые дешевые. По ним видно, что они не сильно дорогие, ну и не сильно большие. Это уже поприличнее. Здесь идет прозрачность. Видите, у камня тоже, у янтаря тоже прозрачность влияет на цену. И вот такие уже покрупнее, это молочный, как его называют, или медовый. Вот хорошенькие вот такие вот бусики. И также его сверлит не только, видите, вертикально, а еще и горизонтально расположена бусина. Поэтому тут это смотрится крупнее нитка, это смотрится потоньше. Вот. И теперь давайте сейчас покажу, как определять янтарь несколькими разными способами. Вот, я собрал тут много разных почти янтарей или янтарей. Сейчас будем проверять. Возьмем вот замочек, который ставится обычно на янтарь. Мы его точно знаем, что он пластик. Это, кстати, берется вода, обычная вода, в нее кидается несколько ложек соли, и у воды появляется более, плотность повышается. Вот, и теперь давайте попробуем проверим. А янтарь-то легкий, он легче, чем пластик. Хотя, да, как бы камень и легкий, ну ничего. Вот, видите, потонул. Пластмассовый замочек, который очень легенький и потонул. Вот, берем вторую тоже бусину, смотрим, потонула. Давайте сейчас поближе подвину. Вот, потонул. Вот это была бусина, это здесь натуральный янтарь, вплавлен в акрил. Посмотрим. Видите, он не быстро, а медленно, то бишь плотность уже другая. Вот, возьмем инклюзию. Здесь, то бишь, там червячок. Оп, и всплыл. То бишь, это натура. Возьмем вот, кусочек необработанного янтаря. И всплыл. То бишь, это два натуральных. Может быть, если взять побольше вес камня, нет, все равно всплывает. То бишь, видите, как отличать. Натуральный янтарь, он будет в соленой воде, концентрированной соленой воде, будет плавать. Вот. У нас есть вот такая бусина, типа когда-то там с какого-то браслета, что-то такое было. Попробуем. Не, сразу потонуло.
Вот. И давайте попробуем большой кусок янтаря. Ну, кстати, такие бывают очень редко. Может, он упадет. Нет, видите, тут не зависит от размера камня, а зависит от того, натуральный это или не натуральный. Натура будет плавать, а пластмасса будет тонуть. Но это в соленой воде. То есть здесь я положил где-то 3 или 4 ложки таких нормальных, вот таких вот, где-то 4 ложки соли. Вот, на этом мы закончили. И сейчас покажу еще один способ, который мне больше всего нравится, чем вот это мучиться с водой. Вот. И второй способ, который мне больше всего нравится, намного проще, чем вот это с водичкой. Берем камушек и просто его подпаливаем. Видите, пошел дым, потому что янтарь он плавится легко. Вот. И он янтаря, если понюхать, запах канифоли. Такой специфический, едкий запах. Его ни с чем не спутаешь. То бишь, если пахнет пластмассой, значит пластмасса. Пахнет канифолию, значит натуральный. И все. Все очень легко и просто. А только единственное, что надо делать вот в таких бусах, тут не принципиально. А если у вас уже что-то подороже, то надо проверять где-то повыше. Не в самом центре, чтобы испортить нитку, а где-то повыше. Вот. И понюхать. И так он легко проверяется. Но на самом деле, я вам скажу, те, кто имеет дело с янтарем, он уже, ну, на глаз видно, что вот это натуральное, а это пластмассово. Ну, сейчас уже, конечно, стали делать более такую экзотику, более такое похожее под янтарь. Ну, все равно специалисты уже видят уже давно издалека.